Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи. И я думаю, многие ребята, кто давно на канале, помнят легенду карьеры за игрока Джеймса Дэвиса. Ну и вот сегодня у нас стартует карьера за его сына. Мы в Интер Майами. Вот наш молодой игрок. Это атакующий полузащитник, не нападающий на сей раз. Невысокого роста, довольно шустренький. Будем надеяться, что карьера у него получится ничуть не хуже, чем у его отца. Ну а вы, ребята, поддержите все это дело своим лайком. Если здесь впервые, подписывайтесь и обязательно залетайте в телегу, чтобы всегда быть в курсе всех новостей канала. Мы берем сразу же самую максимальную зарплату, которую можем. Нам нужно сделать 29% выходов на поле, 29% отбора. Также нужно выиграть один матч, но это не обязательно. Голы прицельным ударом не обязательно. И оценка за матч не ниже 6. Нам нужно, друзья, поприветствовать наших партнеров. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Показать всем, что вы готовы мотивировать команду и приниматься за работу. Насколько я помню, очки маэстро — это что-то связанное со стандартами и с отборами больше. Очки стержня — это больше передачи, а очки одиночки — это больше удары по воротам. Поэтому, наверное, все-таки мы будем в одиночку, ребят, качаться. Как бы, может быть, это не было банально, но в маэстро там все-таки в тренировках больше идут штрафные удары только, пенальти и различные отборы. Ну а какой ЦАП на отборах? Это все-таки не про нас, не про защиту. Нам нужно больше креатива, поэтому давайте покажем всем, что мы готовы и будем качать одиночку. Наш футболист — это Брайан Дэвис, ребята. 21 номер у него на футболке, 2004 года рождения. Страна США, так же как и его отец, будет выступать за сборную Соединенных Штатов Америки, не за Англию. Ну и я думаю, это тоже добавит интерес, потому что за сборную Америки сыграть прикольно. Я имею в виду в плане того, что это не супер сильная сборная, но помочь ей это будет, на мой взгляд, довольно прикольно. Ну и вот как раз подтверждение моим словам. Как видите, маэстро — это в основном стандартные положения, удары — это в основном одиночка, пасы — это как раз-таки у нас получается стержень, защита — это маэстро. Уж я не знаю, в чем защита складывается из маэстро, и дриблинг тоже одиночка. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь можно прокачать. Сбор трофеев возьмем. Давайте также тогда по ударам посмотрим, что у нас есть. Пробить стену, траектория удара, дриблинг с ударом, удар парашютиком возьмем. И, наверное, нужно какой-то удар еще на точность. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Мощный удар по воротам, ситуация в атаке. Так, контратака 250. Давайте мощный удар. Вот когда R1 зажимаешь, тогда как-то, знаете, поаккуратнее все получается, и ранка мы получили. Удары парашютиком. Ну вот это, наверное, один из таких ударов, которые для Дэвиса должны быть весьма и весьма привычными. Но опять-таки, почему-то тренировка у нас за игрока нашего, а объем мы за абсолютно разных игроков. Здесь от штанги мяч залетает в сетку. Ой-ой-ой, это слишком было сильно. И снова Дэвис. Как у него с парашютом с этой дистанции? У него все отлично, ребят. Аккуратные такие, знаете, нежные забросики. Залетит? Хорошо. Есть еще пару попыток, и нам нужно как минимум парочку забить. Ну все, это уже последнее, так скажем, не очень обязательное, но Дэвис должен забивать. И Дэвис, ребята, не забивает. А, есть еще один. Последний. Ну а вот здесь хорошо зашло. Это был уже не Дэвис, но ранка получили. Так, у нас дальние удары по воротам. Ворота далековато. Не всегда видно цель. Так. Хорошо. Но пока не попадаем. Пока, ребята, не попадаем по мишеням. Вот здесь есть. И тут тоже. Здесь даже в створ не попали.
Так, последняя попытка. Есть, ребята. Мы сразу же зарабатываем 3 уровень и 9 очков навыка. Ну, я предлагаю сразу же начать качать, ребят, физические данные, скорее всего, да? Давайте выносливость. Так, что у нас здесь? Сила, выносливость еще +2. Темп, давайте тоже качнем. Разгон и скорость рывка. Ну и немножко, наверное, дриблинга. Почему бы и нет? Так, на физических данных что-то еще можно качнуть на единичку? Реакция или в темпе, ребята? В темпе что у нас здесь? В темпе ничего. Пасы. Короткие пасы. Давайте вот так. У нас сейчас какой-то предсезонный матч, я так понимаю. Игра против Арсенала. И мы, ребята, на скамеечке запасных. Мы появляемся на поле на 63-й минуте. И я надеюсь, что сможем сейчас что-то интересное показать, пока мы впереди 1-0. Как я вижу, Месси сегодня нет на поле, но, возможно, дают просто поиграть пока другим. Но есть Жорди Альба, ребята, Бускетс, как я понимаю, 5-й номер, да, Суарес 9-й. Вы, ребята, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки, прожимайте лайк, подписывайтесь на канал по ссылке в закрепе. У нас Телеграм, там все новости, анонсы, уведомления, там же ссылка на мой Twitch канал, где у нас проходят стримы. Фоловьтесь, всем буду рад. И там же ссылка на мой второй канал с прохождением, название Фандом Лига. Сейчас проходим WWE 2K24. Переходите, смотрите. Всем буду рад, и мы отправляемся на первую игру. Вот и первый, ребята, шаг на футбольное поле Брайана Дэвиса. Нам нужно получить оценку не ниже 6,5, постараться забить 1 гол или отдать 1 голевую и 1 раз вернуть мяч себе. Я пока не совсем понимаю, на какую позицию нас с вами поставили. Но, судя по всему, в центре поля. Нужно просто освоиться. Нужно понять, футбол сейчас команды. Но не всегда у нас это получается, и соперник сравнивает счет. Здесь, ну, просто подарили мяч Арсеналу, и они, ребята, решили быстренько сравняться. Ну, когда тебе дарят такие моменты, конечно, как тут можно не забить? У нас еще одна замена. А мы, слушайте, мы, походу, даже не ЦОП поиграем, а просто ЦП. А вот здесь хорошо. Суарес. А почему он сам не пошел на мяч? Бежать. Диас. Это твой шанс. Ну же, передача под удар. И что там, пенальти? Нет, судя по всему, фол в атаке. Уж не знаю, что произошло. Пас в центр, удар по воротам, вытаскивает вратарь. Мы находим партнеров. Находим, ребята, партнеров, но, к сожалению, они пока никак не могут забить. Удар Диаса. А тут голкипер намертво забирает. У нас есть еще немножко времени. Ну же, забить! Не выходит, ребята. А вот тут, ребята, уже Арсенал в новой атаке. Попытка удара. Нужно сохранить мяч в поле. Ну же, забить! Да как вытаскивает этот вратарь? Что он вытворяет? Последние минуты этого матча. Жорди Альба. Подача в штрафную. Суарес не смог пробить. У нас уже 91-я минута идет. Сейчас Арсенал в атаке. В нашей штрафной они пока раскатывают. А реф не свистит. Реф дает провести им эту атаку. Ну а вот теперь, кажется, все. Мы играем в ничью, но если взять оценку нашего игрока, там 8,7, мы, в принципе, очень неплохо себя показали. Очень много моментов создали для партнеров, но жаль. Они забить не смогли, но будем продолжать, ребята. Ни в коем случае останавливаться нельзя. Дебют получился не самым лучшим, но посмотрите, 8,6 оценка. Это вполне себе даже неплохо. За счет последнего матча и за счет проведенных тренировок перед стартом матча чемпионата у нас получилось прокачать 4-й уровень и есть 3 очка навыков. Так, давайте посмотрим. Разгон, скорость рывка. Давайте разгончик качнем. Ну и, наверное, надо удары тоже подкачивать. Завершение, точность штрафных. Давайте завершение пока. Вот и первая игра в сезоне. Майами против Солт-Лейк. Давайте смотреть на стартовый состав. Мы сегодня, ребята, в него попали.
А знаете, судя по тому, где мы играем, Лионель Месси может оказаться на лавочке. И судя по всему, мне кажется, это может произойти уже даже сейчас. Потому что он вроде как раз что-то между ЦАПом и фланговым игроком. Но я его в списке стартового состава не увидел. Но зато там есть, ребята, Дэвис. Вот так вот выглядит наш стартовый состав. Мы играем правого полузащитника. И на острие атаки у нас Суарес. Поехали. Но перед началом у нас есть одна ячеечка, которую мы можем прокачать. Итак, мощная голова, разрезающий пас, длинный пас, дальний вброс, акробатика, мощный удар, техничность. Так, трюкачество, первое касание. Давайте техничность возьмем. Вот и старт МЛС. Бускетс и Суарес вместе с Жорди Альбой настраивают нашу команду, потому что все-таки они, можно сказать, ветераны футбола. Нужно достигнуть 25% обводки минимум, сделать 9 передач и получить оценку не ниже 8,5. Ну и, конечно, постараться сегодня выдать кому-нибудь хорошую голевую, ребята. Здесь какой-то сумбур начался между нами и нашим партнером, но в итоге... Дэвис, здорово. Никакого нарушения правил. Суарес, давай, Суарес. Черпачок не получился. Хорошая передача. Жорди Альба залетает в штрафную. Суарес откидывает. Дэвис. Вот и первый удар по воротам. И снова Дэвис. Пас на Суареса. Суарес, скидка, удар. А вот здесь простили. Мне нравится, что Дэвис у нас довольно шустрый. Ну, по крайней мере, это в МЛС, ребят. Я специально выбрал такую лигу, чтобы, знаете, здесь можно было и с таким рейтингом поиграть. Пошел черпачок на Дэвиса. Дэвис борьбу проигрывает, но вот здесь мы на подборе. Разыграли на коротке. А тут грубо летел соперник в подкате, но не попал он. Ни по нам, ни по партнеру. Дэвис, здорово. Проскакивает между двух. И здесь немножко покачал. Передача в центр. Удар от Суареса. Ну ведь мог Суарес здесь сделать передачу. Немножко пожадничал. Давайте переведем туда на фланг Жорди Альбы. Жорди Альба. У нас 36-я минута. Пока голов нет. У нас концовочка первого тайма. Пока, ребята, 0-0. И пока... довольно такая плотная игра в центре поля. Нет особых моментов под удар. Но вот сейчас соперник в самой концовке первого тайма что-то пытается придумать. Мяч выбили. И на этом первый тайм закончен. Пока 0-0. Ну вот я замечаю, что в некоторых моментах наши партнеры просто боятся сделать передачу через нас. Солт-Лейк сейчас в атаке. Левым флангом пошла подача в штрафную. А вот теперь резаная хорошая передача. Дэвис. Немножко раскачивает соперника Дэвис. Прокидывает себе мяч дальше. Суарес. Бьет по воротам и не попадает, к сожалению, в створ. А вот здесь уже Солт-Лейк. 62-я минута. Потихоньку начинает игра, ребята, раскрываться. Опасная передача. Удар с таким наклевом в дальний угол, но повезло, что мяч не нырнул. 4-2 пока по ударам в пользу нашей команды и всего лишь 1-0 по ударам в створ. Удар есть, голкипер вытаскивает. Мы перестраиваемся на суператаку. Но это нужно прокачивать. А сейчас проблемный момент и вратарь вытаскивает. 74-я минута. Суарес поле покидает, выходит Месси. Вот это, ребята, интересно, почему Месси меняет Суареса. Пенальти? Пенальти, ребята. Мяч попадает в руку. Но здесь обидно. Да хотя, ну, я не знаю, предплечье было. Ну ладно. 74-я минута. Вот так вот с выхода Месси соперник получает право на пенальти. Разбег, удар. Переиграли. Переиграли нашу команду, нашего вратаря. И есть всего лишь 15 минут для того, чтобы отыграться.
Ну, здесь хитро. Хитро, ребят. Такой черпачок по центру. Голкипер смог бы это отразить, только если бы остался на воротах. Ну что, Дэвис и Месси. И новая атака соперника. Они впереди. Последняя пятиминутка. Передача налево. У нас сейчас один шанс. Шанс на контратаку. Дэвис. Мяч укрывает корпусом. Где Месси? Где же Месси? Подача Месси! До него мяч не доходит. А вот здесь. Круто. Месси! Ну вот я не знаю, ребят. Ни Суарес, ни Месси уже не показывают чего-то серьезного. По крайней мере, в нашей стартовой отметке карьеры. Ну и в этом матче, я так понимаю, да, мы уступаем с пенальти, к сожалению. Реал Солт-Лейк оказывается сильнее. У нас буквально сразу стартует следующий матч, как-то даже промежутка в календаре не было. И мы очень сильно уставшие. Ну давайте посмотрим, что сможем показать. И здесь уже нет ни Суареза, ни Месси. Очень вообще странный какой-то состав. Ну ладно, поехали. А в прошлом матче мы получили звание лучшего игрока. Даже с учетом того, что мы не забили. А здесь главный тренер будто сейчас выпускает весь состав какой-то очень молодой, очень низкорейтинговый. Нужно один раз вернуть мяч себе, 5 передач оформить и оценку не ниже 7. Ну, с оценкой на нашей позиции проблем вообще никаких нет, ребят. То есть, если вот за нападающего тебе нужно забивать, здесь просто отдавай пасы, находи партнеров. Вот сейчас сразу выдали один пас и... Уже, ребята, на коне, как говорится. Ну, хотелось бы забить. Или хотя бы пока отдать. Игра за ЦАПа — это совершенно что-то новое для меня. Здесь неплохо. Дэвис переводит на левый фланг. И снова хорошая скрытая передача. Удар есть, но ворота были далеко. Я только не совсем понимаю, почему никакого отдыха не было. Буквально сразу же после раздевалки нам предложили сделать тренировку, и начался второй матч. Большая проблема с передачами в нашей команде. Очень много ребят, которые действительно не блещут рейтингом так же, как и мы. А вот что здесь? Здесь мяч просто скользнул мимо. Удар Дэвиса. Мяч попадает в соперника. Ну, хотя бы попробовали ударить. Дэвис, здорово. От 3 здесь мяч прикрыл. Сделал передачу дальше. Ну и потихонечку развиваем новую атаку. Дэвис. Они довольно плотно, ребят, стоят у своих ворот. Мы здесь от подката ушли. Можно дальше сыграть в центр. Ну а здесь снова как-то, знаете, вот 2 игрока нашей атаки и 5 защитников. Хозяев. Это, конечно, не просто взламывается. Дэвис, хороший черпачок. Ну же, удар есть, а голкипер вытаскивает. Ну же, нужно забивать. Мяч есть. Ну вот здесь, честно скажу, немножко как-то паршиво складывалась ситуация, потому что защитник сидел, реф это видел. И другие игроки хозяев здесь особо даже как-то не вступали в игру. И вот за счет этого нас и получилось забить. Это первый гол нашей команды под самый занавес. Здесь сразу же замена. У нас начались вторые 45 минут. Мы пока впереди за счет вот этого не самого, наверное, приятного гола. Но, как говорится, знаете, гол не пахнет. Если реф не останавливает, значит, это не наши проблемы. Это проблемы уже арбитра. Дэвис играет направо. Снова Дэвис. По ногам получает, а реф молчит. Ну вот здесь уже реф в нашу сторону сыграл. Не очень красиво. Дэвис. Первая передача не прошла, вторая, третья. Дэвис, неплохая передача. И здесь залетели здорово в штрафную, удар есть, но голкипер и даже не вступает в игру.
потому что заблокировал все защитник. У нас сил нет, посмотрите, у нас просто, ребят, полоска пропала. И поэтому, к сожалению, вот такие рывки делать сейчас возможности как следует нет. Ну а здесь карточка. И причем, что красная сразу. Ну вот сегодня у рефери очень странные, ребят, некоторые решения. Он где-то не свистит вообще, где-то сразу наказывает красной. Не видит нарушение правил, когда был забит гол. Неплохо. И вот здесь чуть-чуть до Дэвиса передача не дошла. Но, ребята, я думаю, пока неплохо. Все-таки это первые матчи, все-таки у нас такая команда довольно интересная, как и весь чемпионат. Плюс я играю не на стандартных бегунках, а это тоже добавляет еще большего интереса. Ну и эта победа пока минимальная, 1-0, но мы неплохо себя показываем, мы пытаемся найти партнеров на поле, пока такая довольно большая ротация у нас происходит, то одни выходят, то другие. Тем не менее, надеюсь, выпуск вам понравился. Максимально забомбите серию лайками, пишите комментарии, залетайте в телегу. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.